Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же делал на вас приворот? Или, может быть, не делал? Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот знаете, у вас такое сейчас состояние проигрывается, как будто бы вы устали от того, что происходит, либо же вот еще недавно происходило в вашей жизни. Вот как-то ваша жизнь так сложилась, что то ли вами манипулировали, то ли вы вот в поддавки играли, да, это могло быть женщина, которая вами манипулировала. Это может быть вообще с окружающими, да, вот если вы добряк, допустим, все вот садятся вам просто на шею, пользуются вашей добротой. Вот у вас проигрывается некоторая усталость от этого всего, вот какой-то своего рода тупик может быть. Вы человек очень работящий, очень такой, ну, активный, особенно если это что-то для вас важное, то вы готовы горы свернуть, только бы сделать и четко идете к цели. Может проигрываться, что вы довольно неплохо водите машину, да? Но в то же время у вас есть какой-то вот момент, знаете, как будто вот от личной жизни вы сейчас, ну, отмахиваетесь, что ли. Вот я не вижу рядом с вами другой женщины, я имею в виду женщины для серьезных отношений, да, вообще не вижу. Я так подозреваю, что именно вот, которая играла на вас, играла на ваших нервах, чувствах и эмоциях, вот ваша манипуляторша, она осталась в прошлом. Давайте уточним. Конечно, она осталась в прошлом, это уже пройденный этап, который вы очень и очень сильно переживали. Потому что это была ваша по-настоящему любимая женщина. Это не просто какая-то проходящая там временная пассия. Вот период этот у вас скорее остался позади. Да, может остаться сейчас еще какая-то немного грусть, печаль, да, вот разочарование в женщинах. Но в то же время вот есть какая-то жизненная усталость. Это может быть и вообще упадок сил, если, допустим, у вас физическая тяжелая работа. Это может быть усталость моральная. Вот именно после тяжелых отношений, либо же после какого-то давления. Это даже на работе, кстати, может быть, когда не очень хорошая обстановка, тоже может, ну, такая вот моральная подавленность быть. Либо же вообще все вместе взятое. То есть такая вот усталость от жизни, вот если по-простому, да, это звучит ужасно, но это может быть еще состояние, когда опускаются руки, когда не знаешь, как жить дальше, когда вот нет любимой женщины и тебе плохо от этого. Вот такие ситуации могут у вас проигрываться. У каждого, конечно, по-своему будет, потому что не забываем, это общий расклад. Но тем не менее, вот есть некоторая такая вот усталость, апатия какая-то вот. Хотя на самом деле вот вы живчик, вы в принципе, вы по жизни живчик, но нет вот этих то ли жизненных сил. Вот нету, знаете, вот этой перчинки в вашей жизни, нет человека, который подарил бы вам эмоции. Вот нет женщины, которая зажгла бы в вас и в ваших глазах огонь любви. Поэтому вы и потухли немного. Вот вам хочется любви, да, однозначно хочется любви. Итак, смотрим, какая же женщина делала на вас приворот или же не делала. Будем сейчас разбираться. Эта женщина делала эту гадость вам. Ну, я вам скажу, что она ее делала, пыталась скорее делать, не до конца. Смотрите, эта женщина скорее, вот, ну, я думаю, она связана с вашим прошлым. Это злая, агрессивная может проигрываться дама. Может быть, дама, которая очень такая расчетливая, очень резкая в высказываниях, острая на язык. Ну, то есть, женщина, которая, в общем-то, на вас сердита. Плюс это может быть взаимно. Какой-то период вы пытались не замечать козни этой женщины. Но всему есть предел. Может проигрываться. Да, она сейчас далеко от вас. Сейчас она недалеко, но это женщина, которая пыталась вот
сделать вам разные гадости, да, вот она пыталась это сделать просто для того, чтобы сделать вам больно. Это было сделано, ну, таким то ли дилетантским путем каким-то. Вот она может проигрываться, либо же она сама вот начиталась каких-то заговоров, да, тренировалась, вот чисто поэкспериментировать на вас. Либо же она обратилась к такому человеку, который, ну, не очень-то в этом разбирается, вот в магии, да, поэтому особо не повлияло. Хотя у некоторых из вас может проигрываться все равно небольшой такой отпечаток, когда, допустим, это перепады настроения резкие могут быть. Это может быть, допустим, резкий скачок давления. Это могут быть какие-то внезапные там боли, да, вот заболело то, что никогда не болело. Ну, то есть непонятно, могут такие быть, знаете, какие-то, ну, по типу панических атак, что ли, состояния. То есть, если у вас, у кого-то были, то я не исключаю, что это вот именно магическое воздействие, это не обязательно физиология. Вот. Человек это делал для того, ну, это женщина, я имею в виду, для того, чтобы просто сделать вам больно. Давайте уточним, когда она это делала. Это было в период ваших конфликтов. Это было тогда, когда вы еще были вместе с ней. Когда у вас была такая вот своего рода, ну, игра в любовь, наверное, я бы это назвала. Она очень четко вами манипулировала. Вот эта дама, которая пыталась вот привораживать, магичить вас, да, это дело для того, чтобы вот как бы привязать вас к себе, да, вот сделать вашу жизнь еще невыносимее. Она видела, что все, отношения рушатся, она видела, что конец ваших отношений близок. И она хотела, ну, как бы продлить агонию, вот вашу агонию, чтобы вы не уходили, чтобы оставались с ней и тем самым продолжать унижать, оскорблять, да, ну, делать всячески вот вам больно и неприятно просто из какой-то вот зловредности, потому что, ну, любовь здесь давно прошла, здесь появились давно конфликты, то есть это были такие вот марионеточные, манипулятивные очень отношения. Поэтому человек пытался, вот знаете, вот вы были своего рода, ну, подопытным кроликом, да, простите за такое вот сравнение. Человек на вас тренировался, вот авось получится, авось не получится, да, вот пусть он еще посидит, я еще кровушки с него попью, да, вот в таком духе. Это не про то, что бывают вот привороты женщин, да, когда делают привороты для того, чтобы удержать мужчину, что, ну, из-за того, что они любят его, да, вот потому что безумная любовь к мужчине, может быть, даже ну, невзаимная любовь. Здесь же чисто зловредность, здесь чистые манипуляции. Женщина, которая могла еще вас вгонять в какие-то страхи, комплексы, вот это мог быть шантаж даже по поводу имущества, по поводу денег. Ну, дама довольно непростая, хотя она, в принципе, получила по заслугам. Вот то, что я вижу, она в своей жизни, она расплатится еще от и до. Давайте-ка посмотрим, как она, интересно, это вам делала. Как она это делала. Через питье какое-то. Это было через питье. То есть в какую-то жидкость, то, что вы кушали, пили, там суп, допустим, да, там кушали жидкость тоже, как бы, там чай, кофе, компот, водичка. Ну, то есть человек что-то могла либо подлить туда, да, вот заговоренную какую-то воду, либо же сама там прошептать какое-то заклинание. Ну, то есть через питье было. Плюс еще это может проигрываться через даже постель. Это были какие-то ритуалы, сделанные во время вот интимной жизни вашей. Пусть она была даже редкой, но она была. Это было однозначный, вот знаете, вот именно приворот. Это не какая-то там вот просто черная магия, там, чтобы уничтожить человека. Нет. Это именно по типу приворота было, но приворот, чтобы сделать вам еще хуже, чтобы еще вашу жизнь сделать невыносимей, да? То есть, как я уже говорила только что, чтобы немножечко вы рядом с ней подзадержались. Но не для того, чтобы у вас было счастье, мир и покой. Так, а давайте-ка посмотрим, будут ли еще последствия, либо же сейчас. Вот давайте, есть ли сейчас на вас какие-то еще последствия от этого вот приворота? Нет, по большей мере, вот его нету уже на вас, нету.
У вас, во-первых, очень сильная энергетика. Вы, в принципе, очень тяжело поддаетесь магическому воздействию, если кто не знал. Вы сами можете силой мысли много чего сделать. Вот я думаю, некоторые из вас могут вспомнить такие моменты, когда вот не успели что-то подумать, а это уже событие случается, да, вот как чуйка говорят, да, вот чуйка сработала, вот интуиция ваша. Вы можете вот силой мысли, особенно вот, если вы замечали в порыве гнева, злости, вот то, что вы скажете, пусть хорошее либо плохое, это может случиться. Кстати, я вам не рекомендую в порыве злости говорить что-то плохое, потому что есть такой момент, как ведьмовские минуты. Если кто-то не слышал из вас, то послушайте. Когда эти ведьмовские минуты бывают, никто не знает, но они есть, и это факт. То есть это отрезок такой времени, это может быть минута, две, да, ну то есть вы попадаете вот в порыве гнева вот именно в этот период, вот в эти ведьмовские минуты. Вот вы говорите в этот период все что угодно, даже в шутку можно сказать, да, вот на эмоциях можно даже пошутить не очень хорошо. И это, ну, реально магическим образом сбывается. Очень много случаев, очень много доказательств, что именно вот человек, который говорит что-то на эмоциях, это сбывается. Потому что, ну, эмоция – это очень сильная энергия. Мы отдаем вот со своими эмоциями, вот мы как будто, знаете, во Вселенную, в пространство мы отдаем свою энергию, свой посыл, то, что мы говорим, либо же то, что думаем. Даже думать на эмоциях очень, ну, я имею в виду, плохие мысли лучше не нужно, потому что это тоже работает. Я думаю, вы все прекрасно знаете и слышали, что все наши мысли материальны. Кто верит в это, кто не верит, но это факт, в общем-то. Поэтому будьте с этим осторожны. Сейчас, в принципе, вам нечего бояться. Я не вижу на вас какого-то магического такого воздействия. Есть у вас единственное некоторые вот страхи, комплексы, это да. Причем я так подозреваю, что это вот ваша именно бывшая пассия вас и вгоняла в их, просто чтобы понизить вашу самооценку, просто из зловредности. Просто потому что такой человек, которому приятно, когда другим плохо и больно. Но, в принципе, она получит по заслугам. Кто такими делами занимается, там бумеранг бьет с тройной силой. Поэтому не переживайте, кто, может быть, думает, что на вас есть магическое воздействие, то я не вижу сейчас магического воздействия. Да, понятно, что это общий расклад, да, вы можете записаться на индивидуальную диагностику. Это будет уже лично, конечно же, отдельно по каждому. Но, знаете, вот я советую, если вы по себе чувствуете, вот бывает сам человек чувствует, ну что-то со мной не то. Те же проблемы со здоровьем непонятные, те же какие-то перепады настроения, какая-то черная полоса в жизни, когда не можешь долго устроить ту же личную жизнь, да, вроде бы и женщин полно рядом, а как-то вот все не получается. Вот я советую вам именно на личном раскладе, да, вот либо же найти такого человека, который может сделать вам именно диагностику негатива, потому что очень часто именно негатив и есть причина всех ваших бед и страданий. Вот в частности, кто не может долго личную жизнь устроить. Это не говорит о том, что вы там плохой, либо же женщины такие-сякие, да, ну просто вот именно магия, она как блокирует. Она своего рода вот такой невидимый блок, блокирует ваше счастье в личной жизни. Поэтому смотрите сами, думайте сами, решайте сами. А дамочка у вас такая была довольно непростая, вот которая зловредная, которая мстительная даже в чем-то. Ну и которая, естественно, получит по заслугам, она обраточку обязательно получит и очень хорошую. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями и всем пока!